Пока из-за карантина граница закрыта и нет возможности заказать детали для баков, решил заняться обкладочной рейкой для торцов шпангоутов. Из-за того, что шпангоутные рамы на корпусах подобной конструкции на виду в деталях интерьера, их торцы необходимо закрывать обкладочной рейкой. Имеющиеся в наличии фрезы позволяют сделать паз глубиной 10 мм, толщина торца рейки 7 мм, толщина стенок паза 5 мм. При этом толщины материала хватает на закругление радиусом 5 мм. Рейка не разламывается даже при плотной посадке. Элементы обкладочной рейки беру из 3D модели шпангоутных рам, смещая контур шпангоутной рамы внутрь на 10 мм и наружу на 7 мм. Так как рейки буду делать из массива, то необходимо разбивать рейки на сегменты в зависимости от ее радиуса. После этого каждый сегмент подписываю, чтобы позже не запутаться при установке. Для более плотного размещения на досках разворачиваю рейки в продольном положении по отношению к волокнам массива и вываливаю всех на лист. Размеры досок мне известны, и я вручную трассирую сегменты реек на них. Всего получилось 6 досок, 5 толщиной 37 мм для рам 26 мм и 1 48 мм для рам 37 мм. Далее уже начинается подготовка файлов для отправки на координатный станок. В моем случае это графопостроитель. Экспортный DXF файл SolidWorks можно сразу конвертировать в G-код, но чертеж состоит из множества фрагментов, и полученный код будет неоптимальным. То есть перо будет чертить отрезки линий, так как быстрее чертить непрерывный контур. Для этого используется программа CorelDRAW. В нее можно послать файл для постобработки и соединить отрезки в замкнутые контуры. Про метод, по которому я выполняю это действие, я рассказывать не буду, приведу ссылку в описании, вдруг кому пригодится. Суть его сводится к замыканию кривых вручную. Конечно, неудобно, что то же самое приходится делать с кривыми текста, но лучше потратить время сейчас, чем потом смотреть на судороги станка, который рисует сегменты текста то в одном, то в другом месте. Также на этом этапе делаю направляющие линии для ленточной пилы, чтобы проще было подводить полотно к контуру. Все, файл готов. Экспортируем DXF и открываем его в конвертере G-код. Так как у меня 2D чертеж, я использую самую простую программу с минимумом настроек. Задаю начало координат и скорость по осям. Ось Z у меня умеет только опускать и поднимать перо, поэтому я задаю двойной проход по контуру. Все, G-код готов, можно запускать на исполнение. Но сначала нужно подготовить материал для реек. Использовать буду буковую доску, тем более что ранее уже фанеровал буковым шпоном шпангоуты, но и весь интерьер также буду оклеивать буковым шпоном. Выравниваю доску на фуганке и довожу ее до нужной толщины на рейсмусе. Пару слов об инструменте. Универсальный станок Corvette 320. Отвратительный асинхронный однофазный двигатель 1,5 кВт с пусковым конденсатором и центробежным размыкателем. Грелся под нагрузкой при продольной распиловке реек с самого начала, и как закономерный итог сгорела обмотка. Заменил мотор на более мощный 2,2 кВт, также однофазный, но с 2 конденсаторами, рабочим и стартовым. Пока не греется. Рейсмусный станок Makita 2012. Доволен этим станком. Пропустил на нем около 1000 6-метровых сосновых реек для обшивки, по 2-3 прохода на рейку, не считая дубовые рейки на стрингера и привальный брус. За это время затупилась режущая кромка ножей. Я их перевернул и дальше работаю, хотя они уже тоже затупились. Еще стал проскальзывать по материалу втяжной ролик. Я менял его местами с вытяжным. Из недостатков станка дурацкая конструкция натяжителя цепи подающих роликов. Из-за этого цепь постоянно перескакивает по зубцам подающего ролика. Пришлось сделать обводной слайдер из старопласта, но не думаю, что он долго прослужит. Придется их периодически менять.
Laden samerima ratujemo ti i ja. Ratujemo ti i ja, kao Rim i Carigrad. Ratujemo ti i ja, ko raskoše pustinja, kao gužva i praznina, kao buka i tišina. Ratujemo mi, ratujemo mi, ratujemo ti i ja, kao krpa i prašina. Ratujemo ti i ja, ko visina i dubina, ko mladić i gotovina. Ratujemo ti i ja, kao mačke s kerovima. Ratujemo ti i ja. Далее процесс нанесения контура реек на материал с помощью графа-построителя. Размеры досок я снимал еще на этапе подготовки файлов, так что все должно совпасть. В качестве маркера используется стержень гелевой ручки. Он хорошо подходит для рисования на фанере, но при работе по буковой доске быстро выходит из строя. Хватает его на одну доску, затем приходится менять. Для этого при подготовке файлов я и делал двойной проход по контуру, чтобы была возможность начертить потерянную на первом проходе линию при деградации маркера. Вообще на процесс нанесения чертежа могу смотреть вечно. После очередного прохода пера кажется, что инструмент разумен, и это не ты потратил время на подготовку файла, а графопостроитель сам знает, что тут край доски и заступать за нее нельзя. И что для улучшения моего материального благополучия детали на материале нужно размещать как можно плотнее. А как старательно выводит нумерацию реек? Но это художественное отступление. Конечно, при подготовке файлов я не учел, что на некоторых досках будут сучки, и контуры реек выходят на них. Пришлось переделывать компоновку уже на месте. И, конечно, доставляла неприятность маркер. Может, он деградировал из-за ударов в момент опускания пера, может, забивался пылью, хотя я и протирал поверхность растворителем. Но на все 5 досок было потрачено 3 стержня. Когда чертили детали шпангоутов на поверхности фанеры, то маркера хватало до израсходования чернил, так что вопрос остается открытым.
Перед основным вырезанием реек я потренировался на материале похуже качеством и решил, что посадочные пазы легче вырезать фрезой на стационарном фрезерном станке. Отчасти это связано с биением фрезы на валу, причем дело не в кривой фрезе, а в посадочном месте цанги на вал двигателя, так как бьют фрезы под любой диаметр хвостовика. Из-за вибрации тяжело удержать фрезер вертикально. Не чувствуешь, поднята ли одна его сторона или нет. Для этого закрепили ручной фрезер стационарно. Сделал пару проходов, и оказалось, что выдерживать нужную ширину паза на таком станке не получается. Она пляшет в пределах 1 мм. Поэтому далее использовал фрезер по прямому ручному назначению. Ручным фрезером подгонка получается точнее, но нужно внимательно следить, чтобы фрезер не наклонялся. Для плавного заглубления фрезы использовал несколько проходов с заменой комплекта подшипника на фрезе. После каждого прохода заготовку нужно переворачивать, чтобы паз был симметричным относительно стенок рейки. Для закругления кромки рейки пришлось вытачивать обойму под подшипник фрезы. Диаметр для нее подбирается таким образом, чтобы при проходе не уменьшалась высота бортика рейки. Для вырезания реек использовал ленточно-пильный станок. Очень классный инструмент. Пропил получается вертикальным. До этого пользовался только электролобзиком, и подобный результат на нем недостижим. Из недостатков не очень живучая лента толщиной 0,6 мм. На последней доске она лопнула.
а новую не заказать из-за закрытой границы. Пришлось использовать ленту, которая шла в комплекте за станком, 0,3 мм, но она не очень подходит для толстой доски. Отрезал рейки с помощью торцевой пилы с лазерной линейкой. Получается неплохо. Как показала практика, при установке реек нужна минимальная подгонка для плотной посадки стыков реек между собой.